Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня мы сделаем браслет, подходящий к серьгам, которые мы выполнили в прошлом видео. Для этого нам понадобится иголка с узким ушком, крючок, ножницы, нить-отдеватель, 2 колечка, замочек-карабин и несколько сантиметров цепочки, а также плоскогубцы, чтобы их прикрепить, и, конечно же, пряжа. Если вы уже делали серьги, то мотив вам будет знаком. Отличаться он будет только тем, что в некоторых дугах нам нужно будет выполнить соединительное пико. Мотив у нас будет маленький, поэтому оставляем хвостик около 30-40 см. Выполним первое кольцо. 2 узла, пико, 3 узла, пико, 2 узла, пико, 5 узлов. Пико делаем небольшие, около 3-4 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка в правом верхнем углу. Закрываем кольцо, переворачиваем его и делаем фиксирующий узелок. Теперь выполним дугу с соединительным пико. Набираем 6 узлов, пико, 3 узла. Проходим иголкой через пико первого кольца, переворачиваем работу и делаем узелок. Снова делаем кольцо, в этот раз соединяя его с предыдущим кольцом после первых 2 узелков. Выполним еще одну дугу с пико. В этой дуге сначала набираем 3 узла. Выполняем пико, набираем еще 6 узлов. Повторяем кольцо. Выполняем дугу из 9 узлов, без пико.
Делаем еще 2 кольца и 2 дуги без пико, чтобы у нас получилось всего 5 колец и 5 дуг. Последнее кольцо нужно соединить с предыдущим и самым первым кольцом. Набираем 2 узла. Соединяем с предыдущим кольцом. Делаем 3 узла. Соединительная петля с первым кольцом. Два узла. Вытягиваем соединительную петлю через основание первого кольца. Тут нужно аккуратно вытянуть петельку между узлами, так как у нас нет пико. И набираем еще 5 узлов. Закрываем кольцо и выполняем последнюю дугу. Отрезаем нитки, и наш первый цветок готов. Давайте сделаем второй и присоединим его к первому. Набираем первое кольцо таким же образом, как и в первом цветке. Теперь выполним дугу и присоединим первый цветок. Набираем 6 узлов. Вытягиваем соединительную петлю через пико первого цветка. Делаем еще 3 узла.
Снова делаем кольцо. Выполним вторую дугу. В этот раз делаем сначала 3 узла, соединяем с первым мотивом и выполняем еще 6 узлов. Делаем кольцо, а затем дугу без пико из 9 узлов. Делаем еще одно кольцо. Теперь сделаем дугу с пико, чтобы присоединить следующий мотив. Еще одно кольцо. Делаем еще одну дугу с пико. Заканчиваем этот цветок так же, как и первый, соединяя последнее кольцо с предыдущим и первым, а затем делаем последнюю дугу без пико. Таким образом вяжем мотивы до нужной длины браслета. В самом последнем цветке, после того, как мы присоединим его, вяжем все оставшиеся дуги без пико. Заправляем все ниточки при помощи нити-вдевателя и аккуратно отрезаем кончики. Присоединяем замочек с одной стороны и цепочку с другой.
Вот и все, браслет готов. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео.